Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такую очаровательную куколку-ведьмочку. Обязательно загляните в инфобокс, там вы найдете много полезной и нужной информации. Начнем с головы. Нам понадобятся акварельные карандаши, деревянные бусины диаметром 22 мм и немного воды. В центре бусины делаю 3 отметки в виде треугольника. Рисую лицо. Я предлагаю начать именно с головы, чтобы не вышло так, что куколка будет почти готова, а нарисовать лицо красиво или ровно не получится. Можно сначала нарисовать простым карандашом, так как он легко стирается ластиком, и только потом использовать акварельные карандаши. Когда карандаш высох, ярче прорисую тонкие линии. Чтобы карандаш не смазывался, покрою рисунок прозрачным лаком для ногтей, очень быстро, тонким ровным слоем. Из флористической проволоки и бежевых ниток делаем тело. Берем 2 кусочка проволоки длиной 30 см для тела и 12 для рук. Обматываем нитками. Приклеиваем голову. Постепенно обматываем нитками всю проволоку. Края подклеиваем. Закругляем все края. Черными нитками повторно обматываем руки. Это будут рукава будущего платья.
Закругление на ногах оклею золотистой парчой. Чтобы сделать куколке наряд, я буду использовать корейский жесткий фетр, широкое кружево, золотистый шнур и подвески листики. Из полосы фетра шириной 2,5 см делаем топик. Из такой же полосы, разрезанной наполовину, сделаем шортики. Шортики и топ должны быть на одном уровне. Кладем куколку на лист фетра от середины головы. Отмеряем длину платья до края ножек. Отмечаем место, где будет талия. Складываем и закругляем фетр. Кружево отрезаем немного больше, чем ширина фетра. Отрезаю лишнее. С одной стороны кружево загибаем. Склеиваем платье. Приклеиваем его к куколке. Сеткой, оставшейся от этого же кружева, оформлю верх платья. Тонкой полоской фетра закрою место склеивания. С помощью золотистого шнура украшаем платье воротничком и поясом. Дополню пояс листиками.
Волосы для куколки я сделаю из яркой шерсти для валяния. Из фетровых заготовок указанного размера делаем шляпку нашей ведьмочки. Складываем круг, немного срезаем, делаем надрезы. Бусина, из которой сделана голова, должна свободно проходить. Складываем треугольник, закругляем края. Немного срезаем вверх. Подклеиваем тонкую проволоку на расстоянии примерно полсантиметра от верха. Аккуратно склеиваем шляпу. Делаем ремень. Из черного фетра по кругу вырезаем полосочку шириной примерно 5 мм. Пряжку я сделаю из блесток на тканевой основе. Подравниваем края. Вклеенную проволоку оставляем сбоку, справа или слева. Приклеиваем ремень. И так как фетр жесткий, придаю ему более изогнутую неровную форму. Из деревянной шпажки и джутового шнура делаем метлу.
Ее длина 14 сантиметров. Вот такая очаровательная ведьмочка у нас получилась. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!